Мы его задушим, когда надо. Левая рука у него очень серьезная. Если взяли за шею Лобова, это не тот парень, который заставит отвечать нас. Бой закончим тогда, когда мы захотим. Как ребенка Диаза разберет Ислам Махач. Для этого нужен вот этот горный дух Сельдинский, Цумадинского района. Борьба на уровне Федора и Хабиба – это разная борьба. Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и на связь с подписчиками моего канала выходит Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер единственного чемпиона UFC из России. Поговорим о том, как нелегко придется Конору Макгрегору 6 октября. Перед просмотром интервью обязательно подпишитесь на мой канал. Вот первая мысль у меня, которая появляется, когда я слышу анонс боя Хабиб против Конора 6 октября Лас-Вегас, зачем это нужно Конору Макгрегору? Как вы думаете, как вы сами бы ответили на этот вопрос? Я думаю, во-первых, он понимает, что он не был никогда настоящим чемпионом 70 килограмм. Он прошел всего 2 человека. Один из них его задушил. Можно все что угодно говорить. Ну как можно его назвать настоящим чемпионом 70 килограмм? Ну 70 килограмм посильнее его было в этом месте 6 человек. 3 бойца мои и с первой тройки еще 3 там. И что вы думаете, он хочет как-то кому-то что-то доказать? Он надеется получить хороший гонорар. Так а зачем? Он же мог выбрать себе любой другой бой и получить сопоставимые деньги. Какая разница, будет это Хабиб или кто-то еще? Вот просто я не понимаю, зачем он согласился на это. Нет, смешанный единоборство. За последние 3 года он никогда не получил бы такой торг, такие деньги, кроме как с Хабибом. Ну с кем? Назовите имя. Третий бой с Нейтом Диасом. Третий бой. А что это? А что, Диас ходит среди хороших бойцов? Это же муляж. Как ребенка Диаза разберет Ислам Махач. Где он, где бои сейчас? За 3 года 1 бой. Это что такое? Это пусть кому-нибудь расскажет, но не мне. Вы имеете в виду, что Конору за опасность этого боя с Хабибом, как-то доплатят? Больше, чем он получил бы за Нейта Диаса? Таких денег он не заработал бы ни с кем из других бойцов. Мы должны понимать, что 5 раундов с Хабибом – это ад для него. У него есть шанс только на 1 удар и больше ничего. Во-первых, Хабиб не падал никогда. Во-вторых, практически нокдауна, ушатывания тоже не было в бою. Я думаю, в пределах 70-77 килограмм Хабиб еще выдержит серьезные удары. Я так думаю. В физическом плане Хабиб сильнее. В тактике тоже мы его сильнее. В выносливости опять сильнее. Ну, на 100% мы сильнее в борьбе его. Все 100. Как в стойке, так и в партере. В грэпплинге мы его задушим, когда надо. На дистанции левая рука у него очень серьезная. Ну и может коснуться правый апперкот. Ну все. Что можно больше предложить? Ничего. Вот смотрите, начало боя с Майклом Джонсоном. Хабиб начинает бой. И первые 1,5-2 минуты за Хабиба очень волнительно в этом бою. Потому что он пропускает. Во-первых, Джонсон это в этом месте самые быстрые руки на 2 минуты. Он вот то, что ему нужно было, то он и показал. И все, а потом дальше что было? Дальше Хабиб перебил его на руках. Ну, в смысле, он же лежал на нем, Хабиб. Ну, там тоже он бил его. Ну, да. Ну, а что он ничего не сделал снизу? То, что делает Ислам, Рустам, Хабиб, это другой уровень. Последний бой Ислама Махачева. Посмотрите, это высший пилотаж боевого самбо. Это называется рычаг локтя с двойным узлом. Рычаг локтя, он 70 лет приема. А двойной узел – это 9 лет моей работы. Ваш прием? Да, двойной узел – это моя работа. Пусть кто-нибудь скажет, что это кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь делал ее. И пусть покажет, что кто-то исполнял его. Вот это, когда он не может следующей рукой сдаваться. Вы видели, Тимура Джонсон не мог сдаваться. Он здесь на груди сдался. И точно так же с Исламом криком сдался, а не рукой. Вот смотрите, у Конора Макгрегора тренер по борьбе – это Сергей Пикульский, по-моему, из сборной Молдавии. Как думаете, он сможет подготовить Конора каким-то образом к тому, что его ждет 6 октября? Ну, давайте возьмем таких специалистов, которых готовили Дагестан в Турции, Такета в Японии, Джон Смит в Америке. Или возьмем Абсаидов, олимпийский чемпион наш в Азербайджане, у Алиева. Если всех их собрать в одну команду на 3 месяца, ничего не поможет. Вы поняли, да? Лучших в мире вот так собрать, им ничего не поможет. Для этого нужно время, для этого нужен те залы, которые есть в Махачкале.
Для этого нужен вот этот горный дух Сельдинский, Цумадинского района. Без горного духа нет, в общем, да? Да нет, это что? Человек нужен, вот человек должен трудиться, вот знать, что такое труд с самых низов. Прийти в зал и за 2 месяца научиться борьбе против Хабиба, это что-то невероятное. Но вы не допускаете, что он, например, он учится не 2 месяца, а вот сразу после того, как закончился его бой с Мейвезером, он отдохнул месяц, и, ну, получается, год уже вот он пашет, там, что-то борется, руки под мышки. Там. У него есть боковой проход или конковый ход, и того, и другого нет. Вы считаете, что он как венгер или как, скажем, фин со шведом, он греко-римский владеет? Нет. Вот эти длинные руки, талия, женское фигурного катания, ну, не тянет на уровень. Не тянет. Вот это понты и так далее, они в зале абсолютно ничего. Смотрите, Мирка Крокоп, он наверняка тоже не супер борец в плане пройти в ноги и еще что-то, но он защищался от проходов на очень хорошем уровне, и никто его особо не мог повалить. А? От кого? Ну, Мирка Крокоп от кого защищался? ну, были люди, которые пытались его валить. Ну, да, может быть. Имейте в виду Федора Емельяненко? Он же его валил как хотел. Второе. Борьба на уровне Федора и Хабиба. Это разная борьба. У Федора хорошая борьба в курточке. И нет никакой борьбы в вольной борьбе. Угу. Вот. У Федора хороший дзюдо и самбо, но нет вольной борьбы. Тренер Макгрегора Сергей Пикульский сказал, что техника у Хабиба, вот он смотрел, как Хабиб борется, и техника несовершенна. Это он в 2016 году сказал. Он, возраст какой этому Пикулю? Сейчас я посмотрю. Вы хотите сказать, чтобы он вышел, да, против Хабиба и поборолся, или что? Да нет, я же тут. А, вы готовы? Пусть станет со мной крестный. В крестный захват, да? И у кого разорвется захват, тот проиграл. Не только сорвал, пусть попробует бросить. Он же может со мной, мне 55 лет. Ну, я не могу точно сказать, но, по-моему, ему до 40 лет. Он молодой довольно. Под 40 лет, это еще молодой тренер. Если ему было бы 50-60, я еще понял, что он тренер. Рано ему делать выводы на таком высшем уровне. Рано. И мы знаем, на каком уровне молдавская борьба. Россия прошла чемпионат России вчера и сегодня. 7 золота у Дагестана. Но есть такая точка зрения, что Хабибу выгодно драться с теми соперниками, которых ему поставляют в UFC, потому что ему ни разу не дали там человека с мощной прям студенческой базой борьбы. Вот. Ну вот тот же Кевин Ли, например. Он же вроде как борец. Слушайте сюда. Мы боремся по 15-20 минут чемпионами России по вольной борьбе. Весе 79 килограмм. Он где-то, наверное, отборолся 60 часов с Хабилой. Чемпион Гаджи Магомедов. Посмотрите наши подготовки последние 5 лет. Переходим в следующее. Гаджи Магомедов чемпион 70. Тоже боролись где-то, скажем, 50-60 часов с ним. Понимаете или нет? За какой период? За 5 лет. За 5 лет. Теперь возьмем чемпионы мира, там, чемпионы России по самбо. Мы проводим половину времени с ними. Ну, где наши соперники наберут столько опыта борьбы и в куртке, и без куртки? Нигде. В мире мы проводим в партере ровно 5 раз больше времени, чем все остальные сборные мира. У нас поставлена функционалка, вы знаете, на грани фантастики. За счет гор. На грани, да, наша выносливость, рабочая выносливость борьбы на грани фантастики. Вот сейчас я могу вам доказать, что дайте нам чемпиона мира, олимпийского чемпиона в весе Хабиба, и дайте 20 минут, 20-25 минут борьбы. Мы обыграем. Потому что он устанет. Потому что он устанет. Мы можем ему проиграть 6-7 минут. Мы можем выровнять 10-12. Но после 15 минут мы выиграем любого. Традиционный вопрос перед новым соперником. Если Майкл Джонсон был готов на 7 минут, Барбоза там на 8 минут, насколько будет готов Конор? При таких деньгах, при таком интересе болельщиков, фанатов, ну скажем, 8-9 минут. На ногах он будет до первого клинча. Бой закончим тогда, когда мы захотим. Мы очень уважаем своих болельщиков. Если они хотят все 5 раундов, подеремся 5. 3 раунда 3. Ну после 2 раундов ему делать нечего на ногах. Ни в ударной технике,
Ни в борьбе, ни в бросках и ни в чем. Скажу одно. Мы не намерены отдавать ни один раунд. Если даже отдадим 1, 2, 3 минуты, ну, в четвертом, пятом мы 100% будем доминировать. И мы не хотим проиграть тот раунд, который мы не проигрывали ни разу. Хабиб, вот есть у него список людей, которым он публично обещал сломать лицо, и Конор в этом списке. И что, действительно так будет? Но это может помочь только судья, рефери. Чтобы этого не произошло? Он же для этого там клетка. Что-то личное у Хабиба к нему, какая-то личная неприязнь к его медийному образу. Потому что, ну, раньше они, ну, не сказать, что прям неплохо общались, но как-то без такой взаимной неприязни. Ну, очень много стало шума ненужного. И, во-вторых, если взяли за шею Лобова, это не тот парень, который заставит отвечать нас. В смысле Конор? Давно, Конор не давно тот. встреча. Давно, очень давно. Разницы нету, где это будет. Я никогда его не считал чемпионом. Я считал шоуменом. Там другие бойцы есть, более заслуженные, скажем, спортивно составляющие, больше заслуживают, чем он. Сейчас на ходу паре выдерживает средний и высший темп на протяжении. Идет в обмен, заканчивает бои досрочно. Реальный претендент. Перейдем к Фергюсону. Будет человек здоров, тоже интересный бой. Ну, такими бойцами, как Альварес, Кевин Ли и так далее, они где-то 7, 8, 9, 10, в пределах вот здесь они. Их спокойно могут обыграть два других у меня бойца. Пусть выходят, мы покажем. Ну, скажем, Петис, Кевин Ли, Альварес, ну, они сейчас, я считаю, даже нам не соперники, Исламу и так далее. Но они думают, что они хорошие, великие. Ну, встретимся, увидим. Если бы не Сергей Пикульский, а Абдулманап Нурмагомедов был бы в штабе Конора Макгрегора, как бы вы выстроили подготовку к бою против такого человека, как Хабиб? Или вы просто посоветовали бы не соглашаться на этот бой? Я посоветовал бы не соглашаться на бой. Угу. У него нету там шансов, я же говорю, 99 к 1. Почему этот бой не объявили раньше? О чем был торг? Это деньги или дата? Я считаю, наверное, скорее всего, был судебный вопрос. Компенсация этим бойцам, которые сорвали бой. Вопрос закона. Вопрос большого боя для UFC. И на последнем месте было только pay-per-view, зарабатываем денег, когда все уладится. Все, на пресс-конференции объявили этот бой. Вы называли конкретные цифры, там 250 тысяч за бой. В этот раз Хабиб больше миллиона заработает гарантированно, без pay-per-view. Давайте вот так, больше. Ну, дальше не продолжим, больше. Больше. Угу. Почему они не пришли на пресс-конференцию, при том, что оба были в Нью-Йорке? Ну, Хабиб не отказывался. Бронированные автобусы-то будут, нет? Вот сейчас, перед боем. Ну, у нас вылетает самолет с ним. У нас самолет, наша команда, 18 человек, вылетает команда. А на базе будет 12 человек, которые будут помогать Хабибу. Магомед Железко Магомедов в их числе? Конечно. Он главный в команде. Нурмагомед и Железко Мага рядом, они должны быть. Они были рядом давно, и теперь они должны быть рядом. Я хотел задать этот вопрос Хабибу, если бы у нас состоялась встреча в апреле, но задам вам, поскольку, очевидно, Хабиб не появится, да, в России до боя. Нет, он остался там. Да. Поэтому задам этот вопрос сейчас вам. Если бы тогда из автобуса вышел Мага Железко и встретился бы с Конором Макгрегором возле этого автобуса, чем бы это закончилось, по-вашему? Я был бы уверен, что это был бы плачевный итог Макгрегора. Понимаете? Это был очень плачевный итог. Почему? Они не посмотрят, кто он, где это все и так далее. Они будут действовать сразу и в наступательном порыве. Ну, потому что Магомед Магомедов по прозвищу Железко очень закаленный человек, да? Я так понимаю? Да, он прошел все. Это игры, это понятно, детские игры. А когда начнется война, ох, как они будут убегать. Вы будете пытаться попасть в Америку? Или уже закрыли для себя этот вопрос? Я даже не буду себе портить нервы на этот раз. Он ведь сейчас готовится там. Они получают информацию, я знаю, какой вес, какое состояние. Он уехал очень хороший. Мы последний раз с ним тренировались в Никольском гостинице.
Ну, вот час 10 без перерыва с ним. На дорожке, в борьбе и так далее. Ну и я проверял пульс, давление. Я сказал, как хорошо было бы, если нам дадут через 2 месяца бой. Дали. Мгм. Ну, то есть 6 октября это вообще оптимальная дата, да? Это нормально. Это нормально. Он бегал на море Каспийском 29-30 минут каждый день 10 часов утра на песке. Вот попробуйте на песке полчаса бегать. Ну да, это тяжело. И это не просто был такой средний темп. Он как будто готовился к последнему бою. Вот так готовился. Поэтому я сказал, через 2 месяца нужен бой. На этом все. Вопросы Абдулманапу Нурмагомедову задавал Александр Лютиков. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, смотрите другие видео. Например, боец UFC Кшиштоф Йодка только что рассказал нам, что он сделает с Адамом Яндиевым.